Всем привет! Сегодня 18 января, и это 18-й день нашего марафона «Русский 2021». Сегодня у нас очень веселое задание. Мы будем пробовать говорить русские скороговорки. Скороговорки. Что такое скороговорки? Это такие фразы, которые нужно говорить быстро, но обычно это трудно. Скоро значит быстро и говорить. Да, говорить быстро. Скороговорки. Сегодня мы попробуем прочитать и повторить 3 русские скороговорки. Первая скороговорка отрабатывает звуки «с» и «ш». Прочитаем медленно. Шла Саша по шоссе. Саша – это имя, женское имя и мужское тоже. Но здесь это девочка, потому что она шла. И шоссе – это большая дорога. Шла Саша по шоссе. Шла Саша по шоссе. Попробуйте прочитать медленно и потом быстро. Шла Саша по шоссе. Шла Саша по шоссе. Попробуйте повторить несколько раз и прочитать максимально быстро, но контролируйте звуки «с» и «ш». Будьте внимательны. Номер 2. Скороговорка на звуки «д», «т» и «р». Прочитаем медленно. На дворе трава, на траве дрова. Давайте я объясню, что это значит. Двор – это место перед домом, где на дворе трава, а на траве дрова. Еще раз прочитаем медленно. На дворе трава, на траве дрова. А теперь попробуем быстро. На дворе трава, на траве дрова. На дворе трава, на траве дрова. Не знаю, как вам, а мне трудно. И номер 3, моя любимая скороговорка на звуки «р» и «л». Эта скороговорка намного длиннее, там 4 строчки, но мы сегодня прочитаем только одну. Карл у Клары украл кораллы. Карл и Клара – это имена. Карл – мужчина, Клара – женщина. И что сделал Карл? Он украл, то есть взял без спроса, взял нелегально. Что он украл? Кораллы. У кого? У Клары. Да? Прочитаем еще раз. Карл у Клары украл кораллы. Попробуем быстрее, хотя это очень трудно, для меня, по крайней мере. Карл у Клары украл кораллы. Карл у Клары украл кораллы. Получилось. Ну что, давайте прочитаем все 3 еще раз. Шла Саша по шоссе. Шла Саша по шоссе. На дворе трава, на траве дрова. На дворе трава, на траве дрова. И Карл у Клары украл кораллы. Карл у Клары украл кораллы. Ура! Ну что, я желаю вам удачи. И я жду ваши аудио и видео. Здесь, к сожалению, бесполезно писать комментарии. Запишите, пожалуйста, аудио или видео. Мне очень интересно послушать. Я жду их в нашей группе в Фейсбуке. Удачи и до встречи завтра!